Привет, Арми! С вами канал Тайюнг Амперсан Джанкук, и сегодня мы возвращаемся к одной из самых красивых и невысказанных историй. Готовы ли вы увидеть, как самые маленькие детали раскрывают неоспоримую правду о связи Тэхёна и Чингука? Оставайтесь с нами, потому что это история о снеге, доверии и нерушимой связи. Невысказанная связь, анализ улик и стойкости. Вчера я пересмотрел видео на YouTube, которое сделал около года назад. Автор показывал различные районы, где живут айдолы, и на этот раз он гулял по Итэвону. Его целью было добраться до нового дома Чингука, и по пути он объяснил, что до него около 10 минут ходьбы. При ближайшем рассмотрении я заметил нечто. Место, по которому шел автор, было абсолютно идентично тому, где Тэхён снял свое видео о первом снегопаде. Тропа, деревья, то, как падал снег в видео, все совпадало с обстановкой в том видео. Тот факт, что Тэхён был там в то время, указывал на то, что он находился очень близко к дому Чингука. Мы не знаем, были ли они вместе в тот момент, но близость двух локаций заставила эти детали выделиться. Для многих фанатов такие моменты не остаются незамеченными, поскольку тэгуки часто оставляют подсказки, которые, какими бы маленькими они ни были, идеально совпадают. Интересно, что Тэхён выбрал именно это место для съемки и загрузки видео, что говорит об его особом значении для него. Возможно, это была просто случайная прогулка или момент, которым он хотел поделиться из-за красоты первого снега. Но контекст, окружающие события, имеет особое значение для тех, кто следит за их отношениями. Со временем фанаты тэгуков поняли, что им не нужно видеть их вместе лично, чтобы понять их связь. Иногда достаточно даже мелких деталей, и при ближайшем рассмотрении они показывают, что их связь остается сильной. Подобные совпадения повторялись несколько раз. Казалось бы, простые моменты, которые в конечном итоге раскрывают больше, чем кажется на первый взгляд. В то время как некоторые критиковали или подвергали сомнению каждый их жест или движение, именно последовательность этих намеков выделяется. Эти подсказки – не громкие заявления или показные действия. Скорее, это маленькие фрагменты их повседневной жизни, которые в конечном итоге говорят сами за себя. Вот почему, если вы посмотрите на детали того первого снегопада и свяжете их с близостью дома Чингука, вы поймете, почему так много фанатов чувствуют между ними нерушимую связь. Нет необходимости преувеличивать или создавать сложные теории. Просто посмотрите, как эти закономерности повторяются, как они движутся в одном и том же пространстве. И как, даже не говоря об этом, они демонстрируют свою тесную связь. Тэхён поделился видео без объяснений, но естественность его действия и место, которое он выбрал, ясно показывают, что это был важный для него момент. И если это место напрямую связано с Чингуком, то это поистине прекрасно, потому что это еще раз демонстрирует их связь. В жизни бывают моменты, которые оставляют неизгладимый след. Не только из-за того, что произошло, но и из-за усилий, которые требуются, чтобы продолжать двигаться вперед, когда легче было бы сдаться. На протяжении многих лет это было постоянным спутником тэгуков. Их испытания, их одиночество и то, как они всегда находят способ поддержать друг друга, чтобы не происходило вокруг них. Часто говорят, что мы никогда по-настоящему не узнаем, с чем столкнулся наш тэгук или что он продолжает переживать сегодня. Детали, потерянные на камеру, скрытые жесты за их улыбками и цена, которую они заплатили за то, чтобы отдать все публике, пытаясь сохранить свою связь. Между выступлениями, обязательствами и важными решениями им пришлось научиться защищать, ценить и дорожить любовью, которую они построили вместе за эти годы. Один из самых трудных моментов для них наступил на церемонии Mama Awards 2018 года, когда Джин объявил, что BTS рассматривали возможность расформирования. Это был неожиданный момент для миллионов, но, что более важно, это был сокрушительный удар для участников. Чингук заплакал, услышав эти слова, но, увидев слезы Тэхёна, нечто, что он редко показывал на публике, это изменило его. На несколько секунд он отложил свою боль в сторону и подошел к Тэхёну, обняв его без колебаний перед всеми. Для многих из нас эти объятия навсегда останутся запечатленными в памяти как один из самых мощных примеров того, как они поддерживали друг друга в трудные времена. Позже Тэхён рассказал, что тот год был одним из самых сложных для него и Чингука.
Он сказал, что они много разговаривали, вместе плакали и не могли ни к кому обратиться за советом по поводу того, через что они проходят. Несмотря ни на что, они решили двигаться дальше и продлить свои контракты с группой. В разгар их сомнений письма Шуги к Тэхёну стали значительной поддержкой. Эти слова помогли им сохранять спокойствие, размышлять и находить силы двигаться вперед. Теперь, кажется, история повторяется, но в других обстоятельствах. Многие видели слова Намджуна на его недавнем концерте, и, по понятным причинам, это вызвало вопросы, идеи и эмоции среди фанатов. Очевидно, образ идеально сплоченной и стабильной семьи больше не соответствует действительности. Все это еще больше укрепило ощущение, что тагуки несколько изолированы в этой среде. Речь идет не об исключении кого-либо или создании конфликта, а скорее о признании того, что они неоднократно демонстрировали, что, когда становится тяжело, они ставят друг друга на первое место. Каждый имеет право на свое мнение, и совершенно нормально соглашаться или не соглашаться. Однако то, что произошло на концерте Намджуна, еще больше убедило многих фанатов в их сильной поддержке тагуков, потому что, помимо внешних комментариев, они всегда демонстрировали взаимную поддержку. Более того, многие доверяют тому, что тагуки выражают через свои действия, жесты и решения. Им не нужны громкие речи, чтобы передать свои мысли друг другу. И по мере того, как они движутся вперед, покоряя новые вершины и готовясь к будущему, им будут помогать люди, фанаты, которые их поддерживают, УГА Сквад, Класс 97 и все, кто чувствует, что их единство особенно ценно. Вот почему преданность их фанатов остается непоколебимой. Они слушают их, уважают их частную жизнь, празднуют их рост и помнят, как важно видеть, как они заботятся друг о друге в будущем. Тагуки сталкивались с трудностями в самые тяжелые времена, но они выстояли с непоколебимой стойкостью. Поддерживать их, заботиться о них и защищать их историю – это то, что многие будут продолжать делать, поскольку связь, которую они построили, остается сильной, даже когда их окружение, кажется, рушится. В эти дни тагуки редко появляются на публике или в ситуациях, когда их можно было бы увидеть вместе чаще. Со временем они прошли через разные фазы. В некоторых их близость была более заметна, в то время как в других они предпочитали оставаться в тени. Однако их связь не ослабла в эти периоды. Напротив, многие жесты, которые они демонстрировали в прошлом, демонстрируют доверие, которое не нужно повторять ежедневно, чтобы доказать, что оно все еще существует. Это та связь, которая остается сильной, даже когда их окружение меняется или когда их личные дела вынуждают их заниматься другими делами. Для фанатов, которые следят за тагуками с самого начала, такие отношения не нуждаются в постоянных доказательствах. Вот почему их роль как фанатов состоит в том, чтобы оставаться уважительно присутствующими, прислушиваться к каждому участнику, делящемуся своим путем, давать им пространство, отмечать успехи друг друга и так далее. Они научились ценить важность поддержки друг друга в трудные времена. Короче говоря, хотя их искренние проявления привязанности теперь менее часты, то, что они построили, остается сильным. Отношения Тэхёна и Чингука не нуждаются в постоянных доказательствах, чтобы оставаться сильными. И те, кто следил за их историей, знают, что самое важное никогда не зависит от внешности или публичных проявлений. Полицейская мигалка слив, кадры, которые вы не должны были увидеть, изменяют все. Привет, Авай! С вами Тааюнг Амперсан Джанкук. Кадры, которые вы никогда не должны были видеть, только что просочились, и это меняет все. Годами ходили слухи о том, почему Чингук и Тэхён внезапно держались порознь. Но то, что HYBE пытались похоронить в своих скрытых файлах, шокирует больше, чем кто-либо мог себе представить. Оставайтесь здесь, потому что, как только вы это услышите, вы больше никогда не будете смотреть на их отношения прежним образом. Никто не ожидал, что молчание прервется так быстро. Ровно в 2 часа 14 минут ночи по корейскому стандартному времени на частном форуме, используемом сотрудниками индустрии, появился загадочный пост. Он не содержал ни подписи, ни объяснения, только одну папку с надписью «Внутренние файлы ограничений Т и J». Через несколько минут папка была удалена, но было уже слишком поздно. Скриншоты начали распространяться, шепот прокатился по чатам ARMY, и паника охватила штаб-квартиру HYBE.
Что-то огромное ускользнуло из их рук, что-то, что они годами пытались скрыть. Потому что внутри этих файлов была правда. Правда о том, почему Чингук и Тэхён были внезапно разделены. Почему их взаимодействие почти исчезло в одночасье. Почему даже самый маленький момент между ними выглядел странно контролируемым. И теперь, впервые, мир должен был это увидеть. Первый просочившийся документ не был видео. Это не был разговор. Это даже не было электронным письмом. Это был протокол, холодный, клинический свод правил, проштампованный внутренней службой безопасности HYBE, конфиденциально, только для глаз сотрудников. Вверху жирным красным текстом. Запрещено контролировать близкое взаимодействие между JK и В во время официальных графиков, если это не одобрено отделом по связям с общественностью. Фанаты годами подозревали, что что-то не так, но увидеть это написанным, явным, преднамеренным, вызвало шок по всему фандому. Зачем компании писать такое правило? Почему именно для этих двух участников? Что они пытались предотвратить? Когда ARMY увеличили документ, они заметили нечто еще более тревожное. Рукописную заметку внизу, торопливую и неряшливую, соблюдать дистанцию в прямых трансляциях. Без исключений. И хотя никто не знал, кто это написал, одно было ясно – это не было случайностью. Это было спланировано.